Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу о перевоплощении девушки, которая называет меня своим вторым папой. И после этого видео вы поймете почему. Также расскажу о подготовке к операции, о самой операции и о реабилитации. Ознакомившись с фотографиями этой прекрасной девушки до, вы увидите, почему она хотела изменить свой нос. Он довольно высокий, он длинный, и для таких людей является проблемой, например, летом носить очки, или выбрать очки. А если, например, нос еще искривлен, то в принципе даже не стоит вопрос о выборе, потому что их сложно носить, когда нос очень кривой. Эта девушка хотела изменить свой нос и сделать это максимально естественно, натурально, чтобы не было заметно то, что она была у пластического хирурга. Как это делается? Для этого нужно анализировать лицо в целом. Нужно смотреть не только на нос, нужно смотреть на лоб, на скулы, на подбородок, на губы, на глаза, на брови. Задача в моей хирургии сделать нос невидимым в лице, чтобы когда человек с вами общался, он не обращал внимания на нос, он смотрел в глаза, он замечал улыбку, не знаю, рассматривал зубы, слушал, грубо говоря, но не рассматривал нос. Потому что многие из вас могут видеть, как я говорю, фейковые носы. Есть такой тип носа, который издалека заметен, и вы понимаете, что это сделанный нос. То есть переделанный, сделанный у пластического хирурга. Как правило, очень острая спинка, она треугольная, зауженный кончик носа с такими стрелообразными ноздрями. И этот нос еще называют pinch nose или Pinocchio nose, когда он сильно-сильно сужен, и на свету, на солнце он бликует одним бликом. Такие носы сложно переделать, можно, но сложно. Почему? Потому что кожа рубцуется, она вот так же стягивается, и получается нос по типу как у Майкла Джексона. Я против таких носов, но по моему опросу около 20% людей хотят такой нос. Им нравится такой нос, и они ищут таких хирургов. Как проходила консультация, выбор носа у этой девушки и в принципе как она проходит в моей клинике? Для начала я всегда спрашиваю, какой нос нравится человеку. Прошу показать фотографии, возможно видео, фотографии актеров, певцов, известных личностей, но это не означает, что именно такой нос получится после операции. Я изучаю вкус человека. Вкус видения, он есть разный. Как в дизайне квартиры, как в дизайне автомобиля. Нужно понять, что нравится человеку. Совпадают ли наши с ним взгляды. Потому что мы можем моделировать разный результат. Но когда человек засыпает, он закрывает глаза, он полностью отдается хирургу. И вот это видение красоты, понимание линий, понимание перехода света и тени очень важно, потому что все это нужно выстроить во время операции. Ринопластика – это 100% handmade операция, это все вручную. Это не так, как в увеличении груди, где у вас есть имплант, вы под этот имплант делаете пространство и его устанавливаете. То есть многое что зависит от импланта, от выбора импланта. Здесь все зависит от руки хирурга, от его видения. Поэтому мы начали общаться, обсудили, какие носы нравятся, но это был как раз тот вариант клиента, который говорит: доктор, я вам полностью доверяю, сделайте так, как вы хотите, так, как вы видите. И мы начали моделировать. Что я хотел изменить в облике этой девушки, изменить в ее носе. Мне не нравилась высота, не нравилось то, что нос начинался очень высоко. Но он не подходил такому типажу лица. Поэтому задача была, и на моделировании мы это прорисовали, максимально его опустить и создать вот эту ямку. Потому что есть такие носы, которые начинаются практически между бровей. Вот они начинаются высоко. И здесь была задача именно создать вот эту ямку
но она создается по костной части, и это сложно. И важно проанализировать, можно ли это сделать и насколько, чтобы это не была просто картинка. Потому что FaceApp, там, Facetune или Photoshop можно отфотошопить любой нос, но это не означает, что он такой получится. А наша задача то, что мы смоделируем, то, что мы спрогнозируем, чтобы он именно такой и получился. Поэтому что мы делаем? Мы делаем обязательно ультразвуковое сонографическое обследование носа. Мы смотрим толщину мышцы, смотрим толщину кожи, плотность кожи, толщину связки. Мы видим реальную форму кости, толщину кости. Мы видим глубину хряща, высоту хряща. И все это мы фиксируем до операции для того, чтобы после операции мы могли сравнивать с тем, что было до. И понимать, это симметрия, не симметрия, это отек, не отек, что отекло, как отекло. Далее, очень важно, компьютерная томография. Мы делаем компьютерную томографию, делаем анализ в 2D и делаем анализ в 3D. Это разные процессы, они дают разную картинку, но оба этих процесса важны. Для чего? Важна визуализация. Нужно понимать в 3D нос, как он поменяется, как он сместится, какая форма кости. И все это объяснить пациенту. Потому что есть моменты, которые невозможно изменить. Например, костная часть, спинка. Вы ее смещаете, но если сама по себе кость кривая, да, вы можете сделать двойную остеотомию, тройную остеотомию, распилить по-разному эту кость, но все равно она останется немного асимметричной, но нужно показать это, рассказать до операции. Нужно спрогнозировать это. Это прогнозируется в 2D, а лучше всего в 3D. Спрогнозировать возможно асимметрию и выбрать правильную технику. Очень важно, в таком случае какой-то девушке нельзя спиливать или срезать горбинку. Почему? Потому что тогда у нас образуется дырка, open roof, открытая крыша. Это вы все увидите на видео. Если спилить, срезать, получается такое открытое пространство, которое потом нужно закрыть. И не всегда это получается удачно. И потом вы видите у людей в этой зоне неровности, синюшность, покраснение, еще что-то. А в данном случае я использовал технику, и технически вы это увидите, когда я не спиливал горбинку. Я полностью ее оставил, но я прорабатывал нос изнутри, усаживал этот нос. И что мы получили по итогу, и вы видите в результате до и после. Мы получаем такой же нос, но измененный. То есть он как бы и такой, но другой. Сохраняются кости, сохраняются хрящи, сохраняются связки, сохраняются главные мышцы. То есть нос как конструктор складывается по-другому. И также это выполняется закрытым способом, без наружных разрезов, без возможных видимых шрамов. Швы сами рассасываются, их не нужно снимать. По поводу усадки кожи. Это тоже очень важно, потому что если очень высокий нос, то нужно время, чтобы эта кожа сократилась и уселась. И также хирург должен спрогнозировать, насколько это возможно. Потому что когда очень большой, очень длинный нос, то нужно понимать, что весь этот объем кожи может не сократиться. И тогда нос не будет острый, он не будет с прорисованными четкими линиями, он будет тогда закруглен. И нос — это натяжение. Чем более тонкая кожа, тем более острые, четкие линии света и тени. Чем более плотная кожа, тем менее. А тем более, если с плотной кожей вы хотите укоротить нос, он будет кругловатый. Да, можно потом прорабатывать, можно работать с кожей, нужно работать с кожей. У нас есть такие протоколы, мы это делаем, но это длительный период. Это 2, 3, 6 месяцев, иногда год или 1,5 года. Это все нужно понимать, и благодаря методам обследования мы можем это спрогнозировать. Также важно, чтобы кожа была здоровой. Важно работать с дерматологом до и после операции. Еще один важный момент – это эндоскопия. Это видеоосмотр носа внутри слизистой до и после операции. Почему это важно? Оценить состояние слизистой, оценить состояние раковин, понимать, есть ли там какие-то нюансы, там возможные перфорации, нарушение кровоснабжения, корки, искривления, что угодно.
И тоже вы это можете сравнивать до и после в динамике. Это очень важно, также важно для носового дыхания. Также не забывайте, что когда вы уменьшаете нос, то уменьшается и объем вдыхаемого воздуха. И очень маленькие носики у девушек, они часто не дышат по разным причинам. В зависимости от техники, возможно, там есть спайки. Такие девушки часто в половине, кстати, случаев, когда был очень большой нос, и когда делают очень маленький нос, как я говорю, фейковый нос, они даже ночью храпят, начинают храпеть, они сопят, они плохо дышат. И, кстати, очень часто уже ничего с этим не сделаешь. Также все эти процессы, о которых я проговорил, все, что я сказал, очень важны для чего? Для того, чтобы в случае неудовлетворенного результата, возможного там искривления, смещения, еще чего-то, это все можно было бы скорректировать. И тогда лучше это все делать у своего хирурга, в своей клинике, потому что у них есть все данные обследования, они вас наблюдали, они знали, как это все было до. Хирург знает процесс операции, знает, что он делал, как он делал, и ему легче сделать коррекцию. Также еще очень важным этапом в подготовке к операции является 3D-печать. То есть мы печатаем всех пациентов до операции обязательно. Потому что один в один я вижу череп, один в один я вижу мягкие ткани. И я понимаю, что, как и где я могу разрезать, сместить или спилить. Но это важно для хирурга. Пациент это мало понимает, ему просто это интересно, а вот для хирурга это очень важно. Это еще один этап к хорошему, позитивному результату и исходу операции. Как видите, по результату у этой девушки у нас получился максимально естественный результат. Нос с правильными эстетическими линиями. Он не суженной спинкой, широкая спинка, зауженные носовые кости, правильный кончик носа, правильная высота и положение кончика носа. Как можно было, допустим, улучшить этот нос? Тут нужно работать с кожей, она может быть еще тоньше. Кончик может быть еще тоньше, если поработать с кожей, потому что вы должны понимать, что не хрящи увеличиваются, когда нос отекает, не кости увеличиваются, кожа, она отекает. Сила изменения и реабилитация во многом зависит от техники, насколько хирург работал в правильном слое, травмировались, не травмировались сосуды, какие инструменты использовались, какая была длительность операции, какой был прогноз. Все это потом влияет на послеоперационный этап. Но вот в данном случае вы видите, что не спиливая горбинку, мы изменили полностью нос. Поэтому подытожим. Если вы хотите изменить свой нос, ваши взгляды в красоте должны совпадать с взглядами у хирурга. Изучите хирурга, посмотрите его работу, посмотрите, как он живет, чем он дышит, что для него красота. Важно, чтобы это все совпадало, потому что вы полностью отдаетесь хирургу во время операции, отдаете свое тело, которое изменится навсегда. Дальше, очень важно, смоделировать именно тот результат, который получится. Не моделировать то, что хочется, а моделировать, рисовать, прорисовывать то, что в реальности может получиться. И это нужно понимать. То есть не летать в облаках, не фантазировать. А для того, чтобы все это сделать правильно, мой совет – это обязательно компьютерная томография 2D и 3D. Это обязательно эндоскопическое обследование. Это обязательно сонографическое ультразвуковое обследование. Это обязательно 3D-печать. И тогда вы измените свой нос, а меняете вы его на всю жизнь, и вы будете выглядеть естественно, натурально. И ваш результат не будет заметным для окружающих. То есть вам будут делать комплименты, что вы изменились. Заметьте, нос – это также омолаживающая операция. Правильный, хороший, красивый нос, он омолаживает лицо. Люди моложе выглядят, но окружающие не понимают почему. И, например, в нашей технике, в нашей клинике после операции у вас нету отеков, у вас нету синяков. Мы не используем фиксатор, мы не используем тампоны. Это другой мир. По длительности операция от 2 до 3 часов первичная, а повторная, да, это может занимать 5 часов, но в среднем от 3 до 5. Но это все маленький промежуток времени, за который вы полностью меняете себя. И если вы еще раз проанализируете
результаты у этой девушки, вы поймете, почему она называет меня своим вторым папой. Потому что она изменилась полностью, я подарил новый облик, новую жизнь, уверенность в себе, и она раскрыла свою красоту. Если вам интересен этот мир, если вам интересна пластика носа и пластическая хирургия, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал и на страницы клиники и результаты работ в Инстаграме.